Приветствую всех на моем канале. Дня 4 я ничего не вылаживал, бо очень был загружен работой. Наконец-то мои ворота уже стоят. Видео было снято несколько дней назад. Знакомьтесь, это мой сын. Первый раз он у меня попал в кадр. Сказал, что он не против, ему пофиг. И вместе мы их быстренько поставили и покрасили. Для новых зрителей напоминаю, что вилла куплена была за 25 тысяч евро. Без документов. Я ее буду реставрировать. Конечно же, не сам. Все говорили, да как ты ее сможешь, тут полно работы. Где сын, где сосед мой помогает мне много. Ну, все увидите на канале, все увидите в моих видео. Накопилось уже и другие видосики по другим работам. Но я хочу, чтобы вы посмотрели сам процесс работы. Потому что один мне в комментарии написал подписчик, что там мне такие ворота за день поставили. Я не знаю, как их можно за день поставить. Напоминаю, что я их сам сварил. И вроде получились нормально. Но теперь я даже пару дней здесь спал ночей. Блин, здесь холодно, ужас. Допустим, в моем городке, где я живу, разница чуть ли не в 5-10 градусов. Даже заморозки тут были. Мусор, как видите, я ничего еще не сделал. Вообще, даже вот этот, что я им выложил, должен был приехать грузовик, забрать это все. Они не нашли, понимаете, это надо было им 4 метра за угол туда вперед вынести. Они не нашли, вы так искали, блин, паразиты. Денек сегодня солнечный был, отлично было для работы, для покраски. Я вам скажу, даже в солнечный день и в 2 раза быстрее работа идет. Эта неделя была довольно классная по погоде. Я вам скажу, что такой объем работы самому, просто очень сложно делать вообще, потому что что-то надо считать, что-то какой-то материал поехать купить, привезти. Какие-то вопросы только на организацию, на размышления нужны. И когда ты там что-то отвлекаешься, кто-то рядом постоянно работает, так работа идет вперед. Ну, опять же, главное, чтобы работники, как всегда, говорю, были нормальные. Сын мой занимался тентами, тоже он работал с Фабро, делал такие, помогал, ну, как помощник, эти ворота, всякую такую ерунду. Всякие стеклянные сооружения они делали, но он оставил ту фирму, я не знаю, что он там себе думает со мной, не очень хочет работать, бо тут уже вышел, бо мне... Я говорю, Юра, я их сам просто не дотяну, не повешу, бо слишком неудобно и тяжелые они. Хотя они получились не очень тяжелые. Но теперь боюсь, чтобы, главное, теперь их не украли. Можно же прийти с болгаркой, чин-чин, отрезал и все. Я уже здесь и камеру установил, еще с камерой была проблема, там я потом объясню. Поработала несколько часов и начала мне глючить, что чуть ли не моя камера, что там не совпадают какие-то данные. Ну вот видите, уже и ворота были готовы, а с этим упором, чтобы одна половинка, она же должна упираться. Старый уже не подходит упор, и надо было придумать что-то новое. То есть ворота сделаны, ну, скажем, по нормальному качеству, так как должно быть. Можно было крючки приварить, там повесить, и они бы скрипели туда-сюда. Они все на шарнирах. Все як має бути, як кажуть на Украине. Сделали также такие, чтобы с петель снять нельзя было. Шайбы снизу поставили, то есть их поднять невозможно будет. Замок только сегодня нашел. Представляете, во всем районе я там кружлял, замок не мог найти. Вот такая там глухомань. Ворота, понятно, что скромненькие, но хозяйке важно, чтобы были ворота. До красоты там далеко. Чтобы вы понимали, рисунок можно и потом сварить его, и врезать, и снизу, и сверху, и посередине, и где угодно. То есть пока мне надо, чтобы не был такой проходняк тут. Обещал мне приехать брат моей жены, что-то затих. Знаете, я так вообще замечаю. Многие подписчики спрашивают, а вот если бы приехать, это самое. Ну, я так понимаю, все посидят, подумают, наверное, еще меня послушают и передумывают. И еще один мужичок хотел приехать, уже чуть ли не 90%, тоже передумал. Я понимаю этих людей, я вообще особо ни на кого и не надеюсь. Говорю, что я вынужден надеяться на себя, а дальше помощники уже как получится.
Ну и, конечно, опять же, все в деньги упирается. Знаете, какие у меня расходы? Окна купил, железо купил, то электроды, то краска, то бензин, блин. Деньги только идут, идут, идут. Каждому рабочему что-то плати. Я еще даже не могу сесть, посчитать, сколько же у меня там уже этих затрат. Надо отправить же хозяйке. Так, чеки собирают, ну, уже больше 1000 точно евро ушло на всякую ерунду. Калитку я не буду, наверное, делать, чтобы она открывалась, закрывалась. И либо решетки сварю, либо забью этим, ну, вот этим как это, туфо называется, эти кирпичи. Кто тут будет ходить через эту калитку? Полдня как-то выделил, я не могу смотреть, какие-то вдоль забора сухие ветки торчат. Вот этот вот куст, этот, как его называется-то он, алоэ или как, пообрезал бы, можно глаза повыкалывать. Ей-то вроде хозяйке все равно, это все бардак такой на том огороде, так сказать, или на джардино. Я хоть чуть-чуть все поубирал, потом оно высохнет, сожгу в какой-то день. Здесь все на виллах ветки эти палят. Машинка там валялась на мусоре, стричь траву. Что вы думаете? Включил ее, подсоединил, она работает. Только там один подшипник надо поменять. Надо поменять, и должна работать. Люблю я все ремонтировать. Как всегда, благодарю всех за подписки. Не забывайте, новые зрители, подписываться, лайки ставьте, колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Работы много, многим будет интересно. И просто для общего развития, ну и те, кто тоже занимаются такими работами. У меня во многих работах свой стиль, так что, возможно, что-то будет вам полезно. Из моего опыта, я напоминаю, что я работал когда-то в кузне 3 года, вот эти все сварочные соединения потом быстро ржавеют, поэтому сын прошел их цинковой краской специальной, она более такая прочная, более держит это все. А я прошел уже черный, я считаю, что вообще все железо, самый лучший цвет это черный, никаких серых, никаких белых. Тоже против ржавчины, но она краска гель такая, она с одной руки закрывает отлично все. Ну и, конечно, для таких ворот или вообще для железных изделий самая лучшая покраска это специальной краской в печи она делается. И лет 10 она, забываешь о ней, но здесь придется подкрашивать, возможно. В предыдущих сериях я показывал, купил одну колонку классную, так вот здесь она мне пригождается, под музычку работаем. Як кажуть на Україні, все як має бути. Я разговариваю в основном-то по-русски, но иногда вот почему-то хочется вставить именно украинский язык, более звучит, так же как и итальянский, иногда в некоторых местах, но лучше не подберешь. Вообще я не знаю почему, если я перехожу на украинский, тут же у меня путается с итальянским. Я начинаю и итальянский, и украинский в голове крутится. Скажу вам мой секрет один. Я огромное удовольствие получаю, когда у меня что-то заканчивается постоянно. Допустим, я уже спокоен, что они не будут ржаветь, если пойдет дождь.
И, скажем, один пункт я вычеркиваю, перехожу к следующему. И всегда я так работаю, что я должен постоянно что-то заканчивать, то есть всегда важен конечный результат, а не везде по чуть-чуть и ни черта не видно. У каждого, конечно, будет свое мнение по поводу этих ворот, но хозяйка довольна, а мне это самое главное. Не знаю, во сколько они мне обошлись, я вообще еще не считаю, что у меня тут будет получаться, плюс-минус там, как я уже говорил, месячная зарплата. Я не беру ни за что конкретно отдельную цену. Ну, как бы стараюсь сделать по приемлемым ценам на все. Ну, вообще все эти работы на заказ с железом, с деревом здесь очень дорогие. Ну, а мне нравится и с тем работать. То есть и дополнительно всегда можно подзаработать. Там внизу еще штырь будет, сохнет, вон висит. И все так вот.